Полет из Москвы до Китая занял 9,5 часов. Самолет был очень большой, очень комфортные места, все удобства, бизнес-класс. Было очень здорово на самом деле. Первый раз летал в таком формате. Можно было наблюдать за полетом. Камеры, карта, видео, музыка, все что угодно было предоставлено компанией. Здесь уже мы приземляемся в Китае. Очень туманный был день 4 марта. Гуанчжоу – это один из самых больших городов Китая после Пекина и Шанхая. Его население составляет около 15 миллионов человек. Он был признан столицей Китая трижды. Также он расположен в субтропиках, и поэтому он круглогодично цветет. Цветов настолько много, что его даже называют городом цветов. Он является крупным транспортным узлом с несколькими крупными автомагистралями, железными дорогами, аэропортами, соединяющими его с другими частями Китая и мира. Так выглядит зона для курения. И, дождавшись нашего вылета, мы летим из Гуанчжоу в Манилу. Манила встретила нас хорошей погодой. Это огромный город, один из крупнейших в Азии, настоящий мегаполис с небоскребами, которые соседствуют с трущобами. Вообще мнение людей, побывавших в данном городе, зачастую оказывается противоположным. Кто-то его хвалит, кто-то ругает, но сама Манила удивительна и своей красотой, и своим уродством одновременно. Манила – это самый густонаселенный город не только на Филиппинах, но и вообще в мире. Есть города, где живет больше людей, но именно здесь самая высокая плотность населения. На территории северного кладбища Манилы проживает около 10 тысяч человек. За небольшую плату здесь арендуют склепы и живут целыми семьями. Имеют там телевизоры, кухонную утварь. Дети ходят утром в школу, родители на работу. На улицах Манилы запрещено курить, нарушителям полагается весомый штраф. Площадь Манилы составляет 39 квадратных километров. Самыми распространенными языками являются английский, тагальский и висайя. Любопытно, что в Маниле установлен памятник Пушкину, и в разное время Манила находилась под контролем Испании, Америки и Японии. Так как на следующий день нам нужно было летать на остров Панглау, мы остановились всего на одну ночь в Русской Православной Церкви. Филиппины – это одна из немногих стран Азии, в которой преобладают христиане. Основная масса христиан являются католиками, примерно 80%. Одной из особенностей филиппинского католицизма является тот факт, что некоторые в Страстную Пятницу занимаются самобичеванием. Так как перед вылетом на остров Панглау у нас было время, мы решили посетить район Бонифацио. История Манилы богата трагическими событиями и кровопролитными войнами. Городу не один раз приходилось восставать из пепла и создавать себя заново. Свое название он получил от крепости тагальского племени Манила, что в переводе означает «место, где растет Нила». Трава, до сих пор окрашивающая воды реки, посек в необычный зеленый цвет. В начале 17 века тут открываются первые учебные заведения. Появляется новое поколение первых образованных жителей. Мусульмане не раз пытались вернуть себе власть над городом, да и у пиратов он вызывал большой интерес. В XVIII веке разгорается Семилетняя война, в результате которой эти земли захватили англичане, что привело город к застою и разорению. Через 2 года, согласно Парижскому договору, англичане покинули Манилу, и началась эпоха мира, процветания, и город снова стал активно развиваться. В конце 18 столетия на Манилу обрушилось землетрясение, повлекшее за собой потери. Рубеж 18 и 19 веков принес новые беды. Столицу захватили американские войска. Местные жители в течение 100 лет были вынуждены терпеть жестокость захватчиков. Вторая мировая война явилась огромной трагедией для филиппинцев. Город был разрушен до основания. Японские войска уничтожили около 100 тысяч мирного населения. Чтобы разгромить остатки японской армии, в 1944 году американцы подвергли город жестоким бомбардировкам. Более Манилы в этой войне пострадала только Варшава, но город, выжженный и разоренный, вновь выжил и нашел силы для восстановления. После разрушения Второй мировой войны столица Филиппин восстанавливалась по североамериканскому подобию: прямые широкие улицы и четкие линии автострад. С 1946 года Манила и Филиппины стали свободны, страна обрела независимость.
Остров Панглава привлекает туристов своей красотой и разнообразием активностей. Этот остров всего 15 на 5 километров и численностью населения 70 тысяч человек. Известен своей хорошо развитой инфраструктурой, которая позволяет быстро и просто организовать отдых. Панглава славится своими красивыми пляжами, особенно во время прилива. Остров Панглава также известен своими природными достопримечательностями, кристально чистая вода, в которой можно увидеть разнообразие морского мира, и уникальные шоколадные холмы, которые можно посетить во время экскурсии. Оптимальным временем года, когда стоит поехать на Филиппины, считается период с ноября по апрель. В это время воздух прогревается до 25-30 градусов. Река Лобок, протекающая от центра острова к побережью, самая крупная на острове Бохол. По реке совершаются речные круизы, которые очень популярны у туристов.
И действительно, река Лобок и окружающая природа невероятно живописная. Река имеет удивительный бирюзово-зеленый оттенок, а вдоль реки простираются непроходимые джунгли. Тагбиларан — самый крупный город и столица острова Бахоль. Здесь находится много отелей, главный морской порт острова, автобусная станция, развитая инфраструктура. Но туристам по большому счету тут делать нечего. Нет ни пляжей, ни знаковых достопримечательностей или туристических развлечений. И город шумный, грязный и переполнен людьми. Город Тагбиларан можно назвать развитым. Особенно его главная улица Тагбиларан-Гарсия-авеню. Вдоль нее расположены несколько крупных торговых центров, рынки, супермаркеты, кафе и рестораны. Есть Макдональдс и Джолиби, банки, банкоматы, обмен валют. На первом этаже торгового центра расположен большой магазин по типу Ашана. Напротив торгового центра расположен рынок, который имеет достаточно скудный ассортимент фруктов и овощей и сильнейший запах рыбы, поэтому длительно находиться на рынке не очень комфортно.
Долгопят – это неофициальный символ Бахола. Ночное животное с очень большими и удивительными глазами, имеет превосходное ночное зрение. Очень маленький и очень хрупкий, до 15 см в длину и вес не более 140 грамм. Ранее были широко распространены по всему региону Юго-Восточной Азии, но сегодня, к сожалению, долгопят находится под угрозой исчезновения. Шоколадные холмы формируют главную достопримечательность центра острова Бахол. Хотя они покрыты травой круглый год, в жаркий сезон оттенок травы приобретает шоколадный цвет. Земля между холмами, как правило, используется для выращивания сельскохозяйственных культур. Такое место есть только на Бахоле и не встречается нигде в мире. Баликасак – небольшой остров около острова Бахол. Уникален тем, что у побережья острова находится большой коралловый риф, где с маской можно увидеть практически все то, что обычно можно увидеть только с аквалангом. Если вы не дайвер, это уникальная возможность для вас увидеть все разнообразие морской жизни. Кроме тропических рыбок, здесь можно увидеть морских черепах. Считается, что нет лучше места для снорклинга, чем этот остров.